Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале, я Галина. Сегодня я приготовлю вот такой вот тортик. Это курица заливная. Это очень вкусно и очень красиво. Приступим! Для того, чтобы мой бульон получился красивым и прозрачным, и соответственно заливное было прозрачным, я поступаю следующим образом. Нарезанную на куски курицу я кладу в кастрюлю, заливаю холодной водой и добавляю соль, чтобы вода была солоноватой. Я оставляю мясо птицы в воде на несколько часов, обычно с вечера до утра. А сейчас посмотрите, какого цвета эта вода через ночь. Вот ночь это постояла в соленой воде, соленая вода вытягивает и кровь на себя, которая осталась, мы ее просто не видим внутри мышц. И также частично водорастворимые белки. Воду, которая была мутная, с кровью, залила курицу чистой водой и поставила на огонь. Как только бульон начинает кипеть, нужно уменьшить огонь, сделать его маленьким и снимать пену, не дожидаясь, пока он начнет сильно кипеть. Снимаем пену аккуратно. Бульон должен кипеть очень-очень медленно. Вот, пожалуйста, посмотрите, как он должен кипеть. Я уже второй раз сняла пену. Сейчас я опускаю лук. Лук я опускаю вот так. Половина луковицы вместе с кожурой, потому что кожура даст немножечко желтый оттенок, добавит. И морковь. Бульон продолжает кипеть очень медленно. В этом залог нашего прозрачного бульона. Добавляю пучок петрушки. Я потом его вытащу. Вот он у меня завязанный для придания вкуса бульону. Еще через 5 минут добавляю лаврушку, потому что курица быстро варится. Это не ножки, не говядина, не свинина. И продолжаю варить очень-очень медленно. Вот посмотрите, он еле-еле кипит. Конечно, для холодца лучше всего брать старую курицу. Тогда бульон получается более насыщенный. Так, сейчас я палочкой проверяю готовность мяса. Готовность мяса проверяю деревянной палочкой. И нужно проткнуть в самом толстом месте. Если она спокойно Входит в толщу мяса очень легко, мясо уже готово. Вот моя курица готова. Лук сварился, морковь. Сейчас я это все вытащу и процежу бульон. Вытаскиваю из бульона лук, морковь. Выдавливаю чеснок. Бульон горячий. Чеснок по вкусу. Пробуем на соль. Я аккуратно перемешиваю, закрываю крышкой, чтобы бульон немного остыл и настоялся чесноком. Так, здесь у меня два вида цветной капусты. Вот такая сиреневая и желтенькая, оранжевая. Я разберу обе на маленькие соцветия. Ну вот, сиреневую я разобрала. Сейчас разберу желтую. Если нет, конечно, такой цветной капусты, можно просто использовать белую и брокколи, например. Вот я разобрала капусту, эту оранжевую цветную капусту. И сейчас я отварю их в отдельных кастрюльках немножко, ну, не полностью, чтобы они не были совсем мягкими,
а чтобы они оставались, ну, чуть-чуть хрустящими. Минут 10. Вот в подсоленную воду я бросаю свою капусту. Дам ей повариться, чтобы она сварилась, но была еще немножко хрустящей. Это займет минут 10, не больше. Во вторую кастрюлю я бросаю оранжевую. Пока вместе они будут вариться, я вытащу мясо и процежу бульон. Вытащу мясо, курицу из бульона. Мясо я отделю от костей. Чтобы отделить чеснок от бульона, я его процеживаю через сито и марлю. Вы уже сейчас можете видеть, бульон прозрачный. Так, сейчас в этот бульон я добавлю заранее подготовленный и набухший желатин. Вот как я подготавливала желатин. Всего у меня 2 литра бульона. Я отлила немного бульона и растворяю в нем 70 грамм желатина. Он очень быстро растворимый. Я ему дам набухнуть буквально пару минут. И потом введу его в основной бульон. Дадим ему постоять. Мой желатин растворился. Бульон еще горячий. Добавлю в бульон, размешаю. Здесь у меня 2 литра бульона. Я взяла 70 грамм желатина. 35 грамм желатина на литр бульона. Я размешаю хорошенько, чтобы весь желатин растворился. Я опять подогреваю чуть-чуть бульон, пока я размешиваю желатин, чтобы он хорошо растворился, иначе он у нас не застынет. Вот тут у меня разъемная форма, я обернула ее снаружи пленкой, чтобы бульон не вытекал, изнутри тоже, но не полностью, но я думаю, что этого будет достаточно. Теперь на дно этой формы я уложу свою курицу, которую я уже отобрала от костей, мясо от костей отделила, уложу его на дно. Сейчас сверху я уложу желтую капусту, кусочки вот так между мясом. Мое заливное называется «Весна». Я себе представляю первые цветущие деревья, допустим, мимоза. Конечно, можно сделать и просто на блюде. А вот мне захотелось это сделать в форме, чтобы это было хорошо видно на разрезе. Сиреневая капуста стала голубой. Вот между желтыми я их сделала чуть-чуть повыше, побольше, чем желтые кустики. Надеюсь, что я хорошо все затянула снаружи пленкой, чтобы бульон не протек. Ставлю немножечко зелени, типа травки. Сейчас я налью сюда немножечко бульона, совершенно немножечко, чтобы бульон, он опускается на самое дно, но немного, и чтобы он застыл. И тогда следующую порцию бульона оставшейся я уже буду наливать смелее, потому что он застынет и не даст ему бульону вытечь. Сейчас я его накрою пленкой, оставлю в холодильник на полчаса, потом долью оставшийся бульон. Несу это в холодильник. Достала свою форму с холодильника. И сейчас я долью оставшийся бульон. Накрою пленкой и оставлю на 3-4 часа в холодильник. Это заливное простояло у меня всю ночь в холодильнике. Давайте посмотрим, что здесь получилось. Приподнимаю заливное при помощи лопатки, чтобы удалить пленку из-под низа.
Вот обратите внимание, какое заливное прозрачное. Вот это особенно видно на самом краешке. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр!